Сейчас вы здесь и знакомитесь с информацией. Если вы узнали хоть что-то новое в эти выходные, то вы создаете новые связи в своем мозге. Ведь при обучении создаются новые синаптические связи, а для этого нужно внимание и присутствие. Если вы узнали что-то новое в эти выходные, то это сделал ваш мозг. Понятно? Это происходит в вашем мозге, вот что такое обучение. Одна нейрологическая сеть соединяется с другой нейрологической сетью в мозге. Сумма частей получается больше целого. Это называется феномен ага. Ага, я понимаю. Если обучение — это создание новых синаптических связей, то запоминание — это сохранение и поддержание этих связей. В нейрологии есть такой принцип, который гласит: нервные клетки, которые активируются вместе, соединяются вместе. Если вы все время думаете об одном и том же, вы продолжаете делать тот же выбор, вы продолжаете делать то же самое, вы продолжаете создавать тот же опыт, который штампует эти сети в одни и те же паттерны. И вы испытываете те же эмоции. Нейроны активируются и соединяются для развития длительных отношений. Когда нейроны начинают соединяться вместе, если это обучение, то создаются новые синаптические связи. Если это запоминание, то эти связи сохраняются и поддерживаются. Последние исследования в нейробиологии говорят, что всего 1 час сосредоточенной концентрации на концепции или идее удвоит количество связей в вашем мозге. Но если вы не просматриваете ее, не повторяете ее, не думаете о ней снова и снова, эти сети распадутся в течение нескольких часов или дней. Нейроны начинают активироваться и соединяться, что называется памятью. Теперь у этих соединений длительные отношения. Как и в любых отношениях, чем больше вы общаетесь, тем более соединенными или привязанными вы становитесь. Понятно? Когда вы продолжаете учиться и продолжаете постигать, вы развиваете так называемую нейрологическую сеть. А нейронная сеть — это просто группа нейронов. Они активировались и соединились вместе для образования сообщества нейросинаптических связей. Это может быть связано с мыслью, идеей, поведением, навыком, привычкой. Это то, что мы делали столько раз, что система внезапно становится автоматической. Но у нейронов есть не только химическая основа, у них также есть электрическая основа. Хотите увидеть мысль? Бум! Вот она. За день вы производите в своем мозге импульсов больше, чем все сотовые телефоны на планете вместе взятые. И это не из-за печенья, которое вы съели во время перерыва. Вы подключены к полю. Когда эти нейрологические сети начинают собираться в формы, они становятся нашими автоматическими привычками и поведением. У вас есть нейрологическая сеть, чтобы чистить зубы. У вас есть нейрологическая сеть, чтобы водить машину, говорить на языке, жаловаться. Продолжайте практиковаться, и станет легче. Понятно? Вы то, что вы практикуете, да или нет? Да. Итак, знание — это предшественник опыта. Чем больше у вас знаний, тем лучше вы подготовлены к событию. Как только у вас появляется опыт, конечный продукт опыта называется эмоцией. Это и есть результат. Когда вы поймете, как вы получили этот опыт, вы приобретаете мудрость, и теперь человек будет развиваться. Он возьмет эту базу знаний и снова применит ее. Это называется эволюцией или жизнью. Если вы постоянно испытываете одни и те же эмоции, а эмоции — это запись прошлого, в 70% случаев они вырабатываются гормонами стресса, и именно стресс активирует гены, вызывающие болезнь. Если вы продолжаете испытывать всю ту же эмоцию, новая информация не поступает из окружающей среды, и гены начинают изнашиваться, а гены производят белки, а белки отвечают за строение функций вашего тела. Экспрессия белков — это экспрессия жизни. И тогда человек направляется к своей генетической судьбе, потому что он не может забыть свое прошлое. Понятно? Как только вы получите эту информацию и внедрите ее, вы персонализируете ее, вы запустите ее, проявите ее,
вы что-то сделаете с информацией. Если вы приведете свое поведение в соответствии со своими намерениями, а ваши действия будут соответствовать вашим мыслям. Если вы сможете заставить свой ум и тело работать вместе, у вас появится опыт, а затем сети вашего мозга пополняются этим опытом. Внезапно нейронные джунгли начнут организовываться в более сложные сети. Опыт обогащает сети в мозге. Как только эти нейроны встают на свои места, мозг внезапно производит химическое вещество, которое вызывает чувства или эмоции. Можно сказать, что вы на уровне химии учите свое тело понимать то, что ваш разум понял на уровне ума. Когда вы чувствуете себя безграничными, чувствуете изобилие, когда вы чувствуете себя целостными или здоровыми, вот так действует химическое вещество на организм. Оно на уровне химии обучает тело понимать то, что разум понял на уровне интеллекта. И теперь вы начинаете воплощать в себе истину этой философии. Понятно? Итак, что происходит со многими людьми, если они попадают в ловушку своего эмоционального состояния? И их эмоциональное состояние достаточно сильно начинает влиять на мозг и тело. Все началось с Декарта в XVII веке. Он так хотел разделить разум и тело, потому что был заинтересован в изучении тела. Церковь была единственным местом, откуда он мог получать трупы. Он сказал: тело очень объективно, я хочу изучить его, им будет заниматься наука. Ум несколько сложный, я действительно не хочу с ним связываться, им будет заниматься религия, я дам его церкви. Итак, он начал разделять разум и тело. Но я хочу, чтобы вы знали, никогда не было такого, чтобы ваш разум не влиял на ваше тело. Никогда не бывает такого, чтобы ваше тело не влияло на ваш разум. В вашем теле есть разум, а в вашем мозге и разуме есть карта вашего тела. Итак, давайте проверим это. Вы обдумываете определенную мысль, эта мысль производит химическое вещество в вашем мозге, чтобы вы начали чувствовать себя определенным образом. Если это печальные мысли, вы чувствуете себя несчастным. Когда вы чувствуете себя несчастным или недостойным, ваш мозг проверяет ваше тело. И внезапно вы генерируете больше мыслей, созвучных вашему состоянию, которые порождают те же вещества, которые порождают то же чувство, которые вызывают те же самые мысли. И человек застревает в этой петле из мыслей и чувств. И то, как вы думаете и как вы чувствуете, создает ваше состояние бытия. Так давайте проверим это. Действительно, много думая об одном и том же, вы создаете биохимическую реакцию в своем мозге. Мозг высвобождает эти вещества, и они распространяются по телу. Те мысли, которые производят химические вещества, заставляют вас чувствовать именно так, как вы только что думали, и ваши мысли реально становятся материей. Когда вы начинаете чувствовать то, о чем вы думаете, мозг наблюдает за телом, и он начинает генерировать больше мыслей, соответствующих тому, как вы себя чувствуете. То есть мышление порождает чувство, а чувство порождает мышление. Понятно? Теперь ваше тело стало вашим бессознательным разумом. Оно не понимает разницы между опытом в вашей жизни, который создает эмоцию, и эмоцией, которую вы создаете только одной мыслью. Поэтому, когда люди попадают в ловушку этих петель из мыслей и чувств, их тело считает, что все это тот же прошлый опыт. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Именно повторение этого цикла обуславливает тело стать разумом этой эмоции. И теперь тело буквально находится в прошлом. Вы не можете создать новое будущее, пока не преодолеете свое прошлое. Понятно? Чем больше вы обдумываете одни и те же мысли, тем больше тех же веществ вы производите, да или нет? Да. Чем больше тех же веществ вы производите, тем чаще у вас тоже самочувствие, да или нет? А теперь подумайте вот о чем.
Исследования в области эпигенетики показывают, что эта среда посылает сигнал генам, что гены не вызывают болезни. От 1 до 5% людей на этой планете рождаются с генетическими заболеваниями. Остальные 95-99% случаев это вызвано образом жизни. А генетически идентичные близнецы, у которых одинаковые гены. Почему один умирает в 52 года, а другой в 98? Дело в окружающей среде и их восприятии, или, по крайней мере, в опыте, образе жизни и окружающей среде. Понятно? Если среда посылает сигнал генам, а конечный продукт опыта и окружающей среды – это эмоция, то пока вы испытываете одни и те же чувства и эмоции, вы продолжаете посылать сигнал одним и тем же генам, да или нет. И эти гены начинают изнашиваться. Это как посылать факс по факсу или делать копию с копией. Внезапная экспрессия белка начинает меняться. Мы называем это старением, болезнью или расстройством организма. Итак, у вас есть мысли, которые связаны с несколькими чувствами. Мысль и чувство, мысль и чувство. Это называется настроением. У вас есть ряд хороших мыслей, связанных с хорошими ощущениями. Вы говорите: «Я сегодня в хорошем настроении, можем поболтать». Но если у вас есть ряд негативных мыслей, связанных с какими-то плохими ощущениями, и вы думаете и чувствуете именно так, можно сказать, что у вас плохое настроение. Мой босс несправедлив. Меня не ценят. Я перегружен работой. Вы ведь знаете эту историю? Никто меня не слушает. Когда достаточное количество ваших сетей нейронов сработает в тандеме, внезапно вы получите изображение в лобной доле. Это и есть образ самого себя. Если вы принимаете, верите и доверяете этой мысли, не анализируя ее, нейротрансмиттеры, которые создают уровень разума, начинают влиять на то, что называется нейропептидами. Нейропептиды, химические посланники, начинают посылать сигнал гормональным центрам вашего тела, и эти мысли прямо здесь согласовываются с этим центром. Вдруг сообщение доходит до надпочечников, и надпочечники выделяют определенное количество гормонов, и в следующий момент вы чувствуете себя очень злым. Понятно? В тот момент, когда вы злитесь, ваш мозг следит за этими веществами. И проблема сейчас в том, что эти эмоции будут влиять на мысли, соответствующие этому эмоциональному состоянию. И вдруг сейчас вы активируете и соединяете те же самые сети в своем мозге, записывая в своем мозге настроение и, конечно же, выработку тех же самых веществ, которые продолжают посылать сигнал тем же самым гормональным центрам. Повторение этого обуславливает тело стать разумом гнева. Теперь мысль хранится в виде эмоций, как энергия в теле. Понятно? Некоторые люди делают это в течение 30, 40, 50 или 60 лет. Если у вас есть другой набор мыслей, вы формируете другой уровень ума. Если активируется достаточное количество этих сетей, внезапно вы формируете другой уровень ума, верно? У вас будет другой образ самого себя, другое внутреннее представление о самом себе. И если мысль о вашем уме становится опытом, то конечный продукт опыта – это эмоция. И вдруг сейчас вы производите другую партию нейропептидов, которые посылают сигнал в другой гормональный центр. Понятно? И где мы внезапно ощущаем страдания, боль и вину? Мы ощущаем это своим нутром, прямо здесь. Когда вы начинаете ощущать эти эмоции, тело вслед за этим выделяет вещества. Эти эмоции вины, страдания или боли будут влиять на большее количество мыслей в соответствии с тем, как вы себя чувствуете.
Итак, в мозге прописываются одни и те же паттерны, а тело эмоционально привязывается к прошлому. Мне жаль себя. Никто меня не любит. Бог накажет меня. Я никогда не изменюсь. И люди попадают в эти петли. Теперь тело обусловлено быть разумом. Ему комфортно ощущать вину, комфортно ощущать страдания. Оно будет предсказуемо испытывать и искать вашу боль, потому что вы хотя бы будете знать, кто вы такой. Самое сложное в процессе изменения – это не совершать тот же выбор, что и раньше. Как только вы решите сделать другой выбор, будьте готовы к тому, что вы ощутите дискомфорт. Это будет непривычно. Появляется некоторая неопределенность. Вы не сможете предвидеть, что случится в следующий момент. Вы просто оставили старого себя. Вы покидаете знакомую привычную территорию, оставляя сети жестокими паттернами и оставляя эмоциональную обусловленность в теле. Понятно? Итак, вот старое «я» и вот новое «я». И чтобы измениться, нужно перейти реку. Как только вы решили сделать что-то по-другому, вы сразу вступили в эту реку перемены, будьте готовы. Вы будете ощущать дискомфорт. Если тело обусловлено быть разумом, тело хочет удержать знакомую территорию, то есть слуга стал хозяином. И тогда тело отговаривает нас от перемен. Оно говорит: «Послушай, я страдаю уже 30 лет, я поменяю свои рецепторные участки. У меня рецепторов страданий больше, чем ты можешь себе представить. А ты вдруг все прекращаешь». И вдруг тело начинает воздействовать на разум, и вы начинаете слышать голос в своей голове: «Начни завтра, ты недостаточно хорош, ты никогда не изменишься». Если вы прислушаетесь к этой мысли, словно это правда, что одна и та же ваша мысль приведет к одному и тому же выбору, который приведет к тому же поведению, который создаст тот же опыт, который вызовет ту же эмоцию. Люди говорят: «Это кажется правильным». Нет, это кажется знакомым. Переход от старого к новому «я» — это нейрологическая, биологическая, химическая, гормональная, генетическая смерть старого «я». Теперь вы находитесь в неизвестном. Теперь это идеальное место для творчества. Люди говорят: «Я не могу предвидеть свое будущее, я в неведении». Я говорю им: лучший способ предвидеть свое будущее — это создать его. Какие мысли вы хотите активировать и соединить в своем мозге, сосредоточив на них свое внимание? Вы нейрологически создаете структуру в своем мозге. Как вы хотите себя вести в течение дня? Жизни. Когда вы закрываете глаза и репетируете свои действия, в вашем мозге начинает устанавливаться сеть. Если вы продолжаете активировать и соединять, сеть становится программой. И вы начинаете вести себя как счастливый человек. Почему? Потому что вы установили сети. Тогда можете вы эмоционально научить свое тело ощущать будущее еще до того, как оно произойдет. То есть вы не можете ждать, пока вы исцелитесь, чтобы почувствовать благодарность и целостность, потому что вы ощущаете пустоту и нехватку, и вы ждете, что что-то извне уберет боль, которую вы чувствуете внутри. Но если вы верите, что создаете свою реальность, вы сами живете в нехватке, боли, пустоте, тогда вы не видите ничего нового. То есть, когда вы начинаете ощущать благодарность, когда вы начинаете ощущать целостность, вы учите свое тело ощущать это будущее. А теперь подумайте вот о чем. Тело, как бессознательный разум, начинает верить, что оно живет в этой будущей реальности в настоящем моменте. И чем сильнее эмоции вы испытываете, когда вы делаете это, тем больше вы будете обращать внимание на то, о чем думаете. И тогда можно сказать, что вы вспоминаете свое будущее. Итак, если окружающая среда посылает сигнал генам, а конечный продукт опыта и окружающей среды есть эмоции, когда вы начинаете испытывать возвышенные эмоции до своего исцеления, вы посылаете сигнал генам новым способом, опередив окружающую среду.
Мы провели исследование, чтобы доказать, что возвышенные эмоции могут в прямом смысле изменить экспрессию генов в организме.